мышлению. А сейчас смотрим следующий слайд. Здесь мы с вами будем говорить, что же произошло за год. За год в южной части Кипра. Итак, друзья, давайте начнем традиционно с Никосии. Новое жилье 2982 евро, рост за год, период сравнения февраль месяц, вот здесь вы можете прочитать, да, 2025 года с февралем 2026 года. Видим рост 4,05% за год, друзья. Ну, это очень хорошо себя адекватно ведет рынок недвижимости. Почему? Ну, будем чуть позднее разбираться. Старое жилье 2008 евро за квадратный метр, рост плюс 2,29%. То есть в годовом измерении мы видим, что рынок жилой недвижимости, новое и старое жилье ведет себя вполне адекватно. Почему адекватно? Потому что, напомню вам, инфляция. Сейчас будем говорить о законе стоимости. И затронем, что такое инфляция. Так вот, закон стоимости гласит о следующем. Это глобальный мировой экономический такой правило, да, или закон нужно. Закон, да. Да, любая экономика работает сбалансированно, если количество денег соответствует денег, причем и фиатные деньги, бумажные деньги, которые печатаются, и обязательства страны. Там есть денежный финансовый агрегат М0, М1, М2 и так далее, соответствует выпущенным товарам и услугам. Тогда все сбалансировано, и инфляция, в общем-то, практически нулевая. А инфляция, что, друзья, это обесцененные деньги. Как только денег печатается больше, они не подтверждены выпущенными товарами и услугами. Напомню, что недвижимость является таким же товаром квартиры. Так вот, за эти обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг, в том числе и недвижимости. То есть, если обесцениваются деньги, а Евростат нам дает, хотя они поменяли они еще информацию, в 2025 году, пока говорим, это 2% инфляция, хотя в 2024 году это было 2,6%, я так думаю, что там поправка будет, и прошедший 2025 год покажет там тоже инфляцию примерно 2,6%. Так вот, предположим, если инфляция 2,6%, то недвижимость должна, ну, обесцениваются деньги на 2,6%, то недвижимость должна вырасти как минимум на 2,6% для того, чтобы, ну, соответствовало вот это, что за обесцененные деньги можно все меньше и меньше купить товаров и услуг. Поэтому здесь недвижимость новая дорожает больше, чем инфляция, ну и старая примерно на уровне инфляции. То есть недвижимость в цене не за год, так сказать, исследования не снизилась. Дальше, Фомагуста. Целая провинция Фомагуста, или та часть, которая контролируется южной частью Кипра. Что мы видим здесь, друзья? 2750 евро стоимость квадратного метра, рост плюс 2,35% за год. Тоже вполне себе адекватно ведет рынок, то есть на уровень инфляции стоимость и поднялась. Переходим к провинции Ларнакас. Здесь мы видим, что новое жилье 2308 евро, рост плюс 1,45%, динамика роста есть положительная, хотя инфляция уже больше, чем, так сказать, динамика роста. Ну и старое жилье 1936 евро за квадратный метр, что в годовом измерении показало динамику роста плюс 2,39%. В целом, друзья, я считаю, что это тоже поведение адекватное, то есть ваша недвижимость, если она находится в провинции Ларнака, не подешевела за период исследования, который я озвучиваю. Дальше, друзья, провинция Лимассол. Здесь мы видим новое жилье, стоимость 3798 евро, динамика роста плюс 0,64%. И что, друзья, старое жилье 3687 евро, динамика роста за год также плюс 2%. То есть вполне себе адекватно ведет рынок недвижимости Лимассола. Хотя, друзья, помните, я очень хорошо вам говорил о структуре, внешней структуре рынка недвижимости, что вот здесь назревает что-то неприятное. Компании-застройщики строят столько жилья, которое явно не может быть поглощено рынком. То есть покупателей явно меньше, чем построенного жилья.
Пока динамика роста, но судя по тем данным, которые я вам озвучил, я все-таки предполагаю, что здесь стоимость квадратного метра будет снижаться, потому что переизбыток нового жилья на рынке. В качестве предложений приводил вам пример. Пафос, друзья. Пафос, друзья, вот здесь мы как раз сталкиваемся с законом спроса и предложения. Помните, когда говорят, что если товар находится в дефиците, то стоимость на данный дефицитный товар, что он дорожает, то есть поднимается. Если товар в переизбытке на рынке, то, естественно, стоимость корректируется рынком и снижается. То есть желающих купить меньше, желающих продать больше, это влечет за собой коррекцию в сторону снижения, ну, мы если о рынке недвижимости говорим, стоимости квадратного метра. И здесь мы видим, что новое жилье 2430 евро, снижение за год минус 0,14%. А вот старое жилье 2172 евро и показало нам снижение более значительное, друзья, минус 1,05%. Ну и теперь, то есть единственная провинция это Пафос, которая показала отрицательную динамику за год, то есть снижение стоимости квадратного метра. Все остальные провинции рынок недвижимости показывает незначительную динамику роста на уровне инфляционных процессов. Ну и последнее, друзья, так сказать, давайте последнее, что такое мне? Ага. Последний слайд. Здесь мы с вами посмотрим, давайте, табличка вот здесь внизу. И здесь для того, чтобы у вас картинка визуализировалась, здесь количество, ну, структура рынка, помните, да, я вам говорил, это количество домов, количество квартир в эксплуатации, количество людей, стоимость квадратного метра, все это есть на карте. А вот на табличке я вам покажу, что произошло с предложениями. То есть это за год количество предложений, которые были зафиксированы на рынке жилой недвижимости, то есть квартиры, домовладения, которые выставлялись для продажи. Итак, смотрим, что мы здесь видим. Мы видим, что так, начнем с Лимассола, да, с Лимассола. Видим, что 76 793 объекта жилой недвижимости было выставлено на продажу в течение года. Сравнивая с 2025 годом, естественно, это целый год, то здесь, в общем-то, ну, очевидно видим, что на 98, на 89% рынок стал активнее, то есть больше предложений. Это значит, что, друзья, больше строят. Помните, я вам говорил, больше строят компании-застройщики. И вы можете посмотреть, где у нас Лимассол. Смотрим. Лимассол, старое, ну, жилье одноквартирные дома или вернее домовладения отдельно стоящие и квартиры, так сказать, в многоквартирных домах. Видите, сравнялось. Вот эта часть, это все компании-застройщики строят. И мы видим вот по количеству предложений, которые были на рынке зафиксированы мною и компанией Alim Consulting, ну, превышает чуть ли не в 2 раза. Дальше, город Пафос, друзья. Видим, что 35 590 объектов жилой недвижимости было выставлено в 2006 году, а в 2025 году это было 15 750. Здесь вот эта фантастика, на 126% больше было выставлено для продажи квартир, чем в 2025 году. То есть, ну, опять же, видите, здесь цифры. 2025 год, я имею в виду год целый, это 2024-2025. В течение года, 12 месяцев, мы видели, что растет количество предложений на рынке. И вот это 126, на 126%, это вот здесь, да, мы видим, что повлекло это за собой, что, друзья, снижение в годовом измерении стоимости квадратного метра, как нового, так и старого жилья. То есть вот такие закономерности, напомню вам, что наука изучает повторяющиеся во времени какие-то явления, да, и потом это все анализируется и делаются определенные, так сказать,
предположения, гипотезы. Так вот, мое все-таки предположение, оно связано и с теми экономическими законами, закон стоимости, закон спроса и предложений, которые я вам сказал. Переизбыток в данном случае, значит, видим, что стоимость снижается. Лимассол практически переизбыток, стоимость, возможно, будет снижаться. Дальше. Ларнака, видим в целом по провинции 35 312 квартир и домовладений было выставлено для продажи, что, соответственно, показало нам тоже, друзья, динамику роста 92,36%. То есть это тоже очень много. То есть, возможно, в 2026 году Лимассол и провинция Ларнакас увидим корректировку рынка в сторону снижения. Дальше, провинция Фамагуста. Видим, что 16 178 объектов было нами зафиксировано жилой недвижимости, которая выставляется для продажи, то, в общем-то, показала рост на 64,90%. То есть, ну, здесь это нормальная ситуация, мы уже разбирали, да. И последнее у нас, что это Ларнака, это Никосия. Никосия, Ларнака, Никосия. Я, по-моему, здесь назвал это Никосия. Ну, вы прочитайте сами, поправите. Дальше видим, что Никосия, да, провинция Никосия. Что здесь происходит? 32 298 объектов было выставлено на продажу в период сравнения, напомню, вот видите, 1 января 2025 год по 1 января 2026 года, что, в общем-то, тоже рост на 43%. То есть здесь есть куда расти, то есть компаниям-застройщикам есть что строить, пока вот здесь вполне как бы адекватное поведение застройщиков, то есть они не перенасытили рынок в целом, как был перенасыщен рынок новым жильем в провинции Пафос. И, соответственно, мы говорили вот здесь провинция Ларнака и, кстати, провинция Лимассол. То есть вот эти три провинции, да, здесь мы можем ожидать снижения стоимости квадратного метра в силу того, что достаточно ну, избыток предложения на рынке. Ну что, друзья, вот, в общем-то, все. Смотрите, как подробно очень рассказал вам о внутренних факторах. Это только частично внутренние факторы, которые влияют на ценообразование на рынке недвижимости. Есть еще макроэкономические показатели развития экономики. Я их потихоньку буду включать в свои обзоры. То есть у вас будет полная картинка, что происходит и с экономикой южной части острова Кипр. Вы уже знаете структуру рынка, сколько эксплуатируется домовладений и квартир на острове, естественно, по провинциям. То есть все вот эти общие данные, это некая мозаика, которая складывается в такую картину, которая, в общем-то, может говорить о том, что произойдет с недвижимостью. То есть мы уже подходим к прогнозам. О прогнозах пока не буду говорить. Когда уже полностью материал будет готов, у меня есть мой, так сказать, один из научных методов, который я использую при прогнозах, это метод многофакторного анализа. И частично я уже вам рассказал о этом многофакторном анализе. То есть я показал вам структуру рынка жилой недвижимости, а точнее, сколько эксплуатируется домов и квартир, и сколько выставлено для продажи. То есть это уже вам некие такие индикаторы того, что может происходить с рынком недвижимости. Друзья, ну, в общем-то, все, наверное. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости острова Кипр, вам необходимо что сделать, друзья? Конечно же, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, в общем-то, не помогут вам не потеряться в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. И еще раз обратите внимание на великолепную, как мне кажется, мечеть, которая за моей спиной, которую, да, была перестроена, называлась она
ой, святая София, Агия, да, Агия София, по-моему, да. А сейчас она, где-то я выписал, называется Камикебир, по-моему, да, или Большая мечеть. Ну, вот такой, да, памятник архитектуры. Все, друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.